Приветствую всех на канале. Война ставит людей на грань между жизнью и смертью и заставляет идти на самые отчаянные, порой невероятные действия, в которые в мирное время даже сложно поверить. Сегодня речь пойдет о, пожалуй, самой удачной мистификации НКВД, проведенной во время Второй мировой войны. 18 августа 1944 года немецкая разведка получила информацию, что в Белоруссии, в тылу Красной Армии, находится оказавшаяся в окружении часть вермахта численностью около 2500 человек. Солдаты и офицеры, верные присяге и фюреру, намерены сражаться и пробиваться на запад. Командует частью подполковник Шерхарн. Командование вермахта было радо такому подарку судьбы и начало строить планы по использованию столь крупного военного соединения в тылу советских войск. Немцы и представить не могли, что полученная ими информация – начало грандиозной мистификации 4-го управления НКВД. Разработка операции началась еще весной 1944 года. Автором ее был полковник НКВД Михаил Борисович Маклярский. Маклярский Михаил Борисович, 1909 года рождения, уроженец города Одесса. В органах госбезопасности с 1927 года, 1942 года начальник 3-го отдела 4-го зафронтового управления НКВД. По другим сведениям, идею операции предложил сам Сталин. Целью операции было заставить немцев поверить в наличие в тылу советских войск крупной военной группировки и отвлечь на ее поддержку максимально возможное количество материальных ресурсов врага. Окруженная часть должна была стать, по мнению гитлеровцев, подходящей базой для диверсионных групп, поэтому среди прочих ставилась задача выманить в ее расположение как можно большее количество забрасываемых в советский тыл диверсантов, ориентированных на осуществление подрывной деятельности, диверсий, организацию разведывательной сети. Финалом операции должен был стать выход окруженной группировки в расположении немецких частей, в ходе которого предполагалось ввести в открытый немцами коридор спецподразделение Красной Армии, соответствующим образом подготовленное и экипированное с целью прорыва фронта. Осуществление операции было возложено на 4-е управление НКВД. Курировал операцию начальник управления Павел Анатольевич Судоплатов. Судоплатов Павел Анатольевич, 1907 года рождения. С 1921 года служил в особом отделе стрелковой дивизии, шифровальщик. В феврале 1932 года переведен в Москву и зачислен в отдел кадров ОГПУ СССР. В январе 1942 возглавил 4-е управление НКВД СССР. Непосредственным организатором всех проводимых в рамках операции мероприятий был назначен заместитель Судоплатова Наум Исаакович Эйтингон. Эйтинген Наум Исаакович, 1899 года рождения, с 1920 сотрудник Гомельской ЧК, с июля 1941 Эйтинген заместитель начальника 4-го управления НКВД и начальника особой группы при Наркоме внутренних дел. Операция получила кодовое название «Березино». Не все, что было запланировано, удалось воплотить в жизнь. Но и то, что было сделано, до сих пор преподается в спецшколах как филигранная работа специалистов высочайшего уровня. В первую очередь следовало подобрать подходящую кандидатуру на должность командира группировки. Нужен был реально существующий офицер, достаточно высокого ранга, чья кандидатура не вызывала бы у немцев никаких сомнений. В то же время это должен был быть человек, сознательно принявший решение о сотрудничестве с советскими спецслужбами. Готовый и, что не менее важно, способный в случае непосредственного контакта с эмиссарами из Берлина сыграть роль командира части, героически сражающийся в тылу врага. В поисках подходящего офицера сотрудники НКВД разъехались по лагерям для немецких военнопленных. Подходящую кандидатуру нашли в подмосковном лагере 27/1. Это был подполковник вермахта Генрих Герхард Шерхарн. В первых числах августа он был доставлен в Москву. Из сопроводительных документов. Шерхарн Генрих Герхард, 1897 года рождения, профессиональный военный, командир полка тыловой охраны, подполковник, член НСДАП 1933 года, взят в плен под Минском, настроен пессимистично, согласен на сотрудничество, присвоен псевдоним Шубин. 18 августа 1944 года была заброшена первая наживка. Надежным источником был агент Макс, работавший на Абвер с февраля 1942 года. На самом деле Макс являлся сотрудником НКВД Александром Демьяновым, успешно внедренным в ряды Абвера. Демьянов Александр Петрович, 1910 года рождения, по образованию инженер, завербован ОГПУ в 1929 году, двойной агент, оперативные псевдонимы Гейне, Макс. В интересах операции «Березино» офицера связи Генштаба РККА откомандировали в Минск,
где тот участвовал в допросе пленного немецкого офицера. В ходе допроса Демьянов якобы узнал о сражающейся в тылу Красной Армии группировке подполковника Шерхарна. Неделю Берлин проверял по своим каналам наличие в составе вермахта такого подполковника и его послужной список. 25 августа Максу пришла ответная радиограмма, в которой ему было дано задание установить связь с окруженной группировкой и сообщить координаты выброски груза и парашютно-десантной группы. Немцы поверили в реальность происходящего и заглотнули наживку. Операция началась. Для приема гостей и груза в место предполагаемой дислокации части Шерхарна в деревню Глухое Минской области вылетела сформированная группа под командованием майора Борисова. В состав группы входили 16 ведущих сотрудников 4-го управления НКВД, 10 этнических немцев-антифашистов, сотрудничающих с советской разведкой, и 20 автоматчиков Омсбона. Вот таков был состав всей армии Шерхарна. Также вместе с группой в район операции вылетели Маклярский, Мордвинов, Серебрянский, Фишер, Абель, весь тогдашний свет советской контрразведки, руководитель операции Эйтингон и сам подполковник Шерхарн, которому предстояло встречать гостей. На одной из заставленных советскими партизанами баз в районе озера Песочное был оборудован штаб Шерхарна. Привезенных немцев переодели в форму солдат вермахта, группу снабдили трофейными продуктами питания и предметами личного обихода. Прилетевшие агенты Абвера должны были как можно дольше оставаться в неведении, что скрывающаяся в белорусском лесу часть не более чем бутафория. Весь район проводимой операции был оцеплен патрулями, чтобы исключить возможность какой-либо случайности. Но всего предусмотреть невозможно. Опасность пришла, откуда ее совсем не ждали. Бдительные советские граждане чуть было не погубили операцию «Березино» в самом ее начале. Сотрудники НКВД только начали создавать в глухом лесу лагерь окруженцев, а на стол наркома НГБ Белоруссии Лаврентия Фомича Цанавы легло донесение о появлении в районе озера Песочное на одной из заброшенных партизанских баз военного формирования, состоящего из солдат вермахта, пособников гитлеровцев и дезертиров из Красной Армии. К счастью, нарком не стал торопиться и не дал указания ликвидировать внезапно образовавшуюся группировку, а сообщил об этом донесении в Москву. Из Москвы он получил неожиданный ответ, что в районе озера Песочное проводится спецоперация. Также Цанаве предписывалось оказывать проводящим операцию сотрудникам всяческое содействие, а вот Эйтингон получил от Судоплатова суровый нагоняй и указание усилить охрану района проведения операции. В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года в указанном Максом районе приземлились 3 парашютиста. Прибывших встретили и припроводили в штаб Шерхарна. Старший группы Курт Киберт рассказал Шерхарну, что о мужественных солдатах вермахта, сражающихся в тылу советских войск, было доложено самому фюреру, и тот потребовал сделать все возможное для спасения верных ему солдат. После сердечной встречи гости из Берлина вышли из землянки, где солдаты уже в советской форме открыли им глаза на истинное положение дел. На следующий день в Берлин ушла радиограмма, сообщавшая, что группа благополучно прибыла на место, подтверждает наличие отряда Шерхарна и что один из парашютистов серьезно пострадал при выброске и находится без сознания. На самом же деле он попросту отказался от сотрудничества с НКВД. Убедившись в реальном существовании части Шерхарна, немецкое командование принялось усиленно снабжать ее оружием, боеприпасами, медикаментами и продовольствием. Для ее снабжения Геринг выделил 4 транспортных самолета. В течение первого месяца к Шерхарну прибыли еще 16 агентов. Некоторых из них удалось завербовать НКВД, и они включились в игру. Операция начала набирать обороты. В Германии за судьбой Шерхарна и его солдат внимательно следили лично командующий группы армии «Центр» генерал-полковник Рейнгард и начальник Абвер-команды 103 Барфельд. В вермахте была разработана операция по снабжению группы подполковника Шерхарна под кодовым названием «Волшебный стрелок». Но главным действующим лицом с немецкой стороны был оберштурмбанфюрер СС, диверсант Рейха номер 1 Отто Скорцени. Скорцени Отто родился в 1908 году в Вене, Австро-Венгрия, в семье инженера, член НСДАП. В 1931 году вступил в СА, штурмовые отряды, коричневорубашечники. С 1943 года возглавляет части особого назначения СС для проведения разведывательно-диверсионных операций в тылу противника. Возглавлял операции по освобождению итальянского диктатора Бенито Муссолини. Скорцени отнюдь не был простачком. В ходе операции «Волшебный стрелок» им были заброшены 8 агентов, о которых Шерхарну не сообщалось. Агентам ставилась задача скрытно пробраться в указанный район и проверить, действительно ли группа Шерхарна существует.
Все 8 агентов были пойманы, некоторые из них были завербованы и стали частью операции «Березино». В своей книге «Секретные операции РСХА» Скорцени подробно описывает, как организовывал воздушный мост с окруженцами, как все с большими трудностями выбивал ресурсы для солдат Шерхарна. По мере того, как немцы отступали на запад, таяли запасы оружия и продовольствия внутри самого Рейха. Тогда специалист по диверсиям еще и не знал, что содержимое с таким трудом собираемых им посылок идет на снабжение Красной Армии. В то время как Скорцени собирал свои посылки, солдаты Шерхарна пробивались на запад. В пути они неоднократно вступали в бой с тыловыми частями РККА, проводили диверсии, брали пленных, собирали неоценимую разведывательную информацию. Все это требовало огромной работы по подготовке подтверждающих легенду данных. Это и заметки в газетах о ликвидации банд формирований в тылу, и приказы по тыловым частям охранения об усилении бдительности, и сообщения от местной агентуры. В декабре 1944 года разросшийся отряд Шерхарна разделился на 3 колонны, и гитлеровцам пришлось опекать уже 3 группы. Немецкие радисты постоянно засекали переговоры групп между собой, просьбы о помощи. На самом деле это была филигранная работа радистов с Лубянки. Шерхарн продолжал принимать грузы и агентов. В декабре в расположение части прибыли 4 агента, этнические белорусы, прошедшие подготовку в Абвер-команде 103, обладающие сведениями о местной агентуре. С выходом Шерхарна к границам Польши стали прибывать и агенты-поляки. Большинство агентов успешно внедрились, в кавычках, начали поставлять информацию и проводить диверсии. Командование вермахта высоко оценило мужество бойцов Шерхарна. В одном из контейнеров чекисты обнаружили железные кресты с незаполненными наградными листами. Сам Шерхарн приказом фюрера от 16 марта 1945 года был произведен в полковнике, а 23 марта награжден рыцарским железным крестом. 5 мая 1945 года радист на Лубянке принял последнюю радиограмму для группы Шерхарна, в которой командование благодарило полковника и всех его солдат за мужество и верность долгу, и с сожалением ставило их в известность о прекращении дальнейшей поддержки. Так закончилась операция «Березино». Грандиозный блеф, так и не раскрытый германской разведкой. 8 месяцев в НКВД водила вермахт за нос. При этом оружие, боеприпасы, продовольствие, теплое обмундирование, медикаменты, столь необходимые гитлеровцам на фронте, отправлялись на поддержку группы Шерхарна. Подготовленные агенты из числа принятых Шерхарном сдавали местную агентуру и становились каналами для дезинформации противника. Если бы не конец войны, еще неизвестно, как долго советские чекисты вели бы игру с немецкими спецслужбами. Так что, читая донесения маститых руководителей и сотрудников Абвера и Цепелина СД, не стоит принимать на веру их все рассказы о создании разведывательной агентурной сети на территории СССР и проведении крупных диверсионных операций в тылу Красной Армии. Очень часто объекты подрывались только на бумаге, а успешно внедренные агенты писали свои донесения под диктовку чекистов. И мы имеем полное право гордиться нашим прошлым. А на этом у меня все. Благодарю, что досмотрели ролик до конца. Пишите в комментариях, о каких темах хотели бы узнать подробней. Подписывайтесь на канал.